Музыку написано с 1961 года, первое сочинение, а последнее сочинение 2012 года. То есть совершенно новое. И премьерные сочинения. И вообще это будут премьеры в России и две мировые премьеры, но они разделены между Новгородом и Ярославлем. А что касается автора, то это Валентин Васильевич Сильвестров, знаменитый скажем, на весь мир композитор. К сожалению, может быть, в меньшей степени у нас на родине, потому что я считаю, что Россия – это тоже его родина. Все мы, в общем, из одного пространства географического вышли. Сейчас он живет в Киеве, очень много времени проводит в поездках в связи с юбилеем, 75-летием, который отмечается не только в Киеве и в Европе, но и у нас. И я очень рад нашим, возможно, завтрашним слушателям и зрителям сообщить о том, что это второй в России юбилейный концерт после фестиваля в Нижнем Новгороде, а третий будет в Москве. Скажем, на нашем пространстве, в русском пространстве русского языка, просто нет такого автора, который бы настолько тонко чувствовал русскую поэзию, в частности, и поэзию иностранных авторов в русских переводах. И вот я просто хочу, я захватил программку, которая состоялась, но она идентична той, которая в Новгороде будет. Но вообще здесь полная палитра. Мы начинаем просто с басё в русском переводе, да, это просто потрясающие совершенно такие звуковые картины медитативного такого плана, совершенно при мелодизме, пространство, акустическое пространство потрясающее. Потом Целан, тоже в переводе в русский, потом пошли наши. Ольга Седокова, совершенно, он ее превозносит как абсолютно гениальную поэтессу, и я с ней тоже общался, она читала свои стихи, в свое время был у нас такой вечер поэтический с Сильвестром и с Седоковой совместный. Это, конечно, невозможно просто не замереть при чтении ее стихов. Потом дальше, соответственно, Блок, Толстой, Некрасов, Ходосевич, Пушкин и Баратынский. Это я не всех перечислил. И каждое сочинение – это абсолютный шедевр с точки зрения ювелирной тонкости искусства, отсутствия лишних средств, мелодизма потрясающего, воздуха поэзии, развертывания слова, вообще чутья к фонетике слова, ко всему. На мой взгляд, просто это потрясающее событие. Я очень благодарен Ярославской филармонии, которая начинает цикл концертов и образовательный цикл, посвященный современной музыке, и начинает свои вышагивания в этом пространстве с музыки Валентина Сильвестрова, потому что, по признанию всех коллег-композиторов, которые нам известны, это Пярт, Губайдулина, это Шнитке, допустим, ушедший, к сожалению, Денисов, и многие западные авторы, они превозносят Сильвестрова как первого среди равных, я бы так сказал. То есть Пярт просто говорит о том, что это абсолютный гений, и, как сказал Бергман в свое время о Тарковском, Пярт также говорит о Сильвестрове, что мы туда только приоткрыли дверь в это пространство, в пространство Сильвестрова, в это бытие поэзии и музыки.